Крипта, вот вообще, ой, сложность крипты, ну, я, в общем-то, думаю, ты понимаешь, да, в том, что вот у нее как раз вот эти зоны, то есть очень много вот этих крупных, ну, как бы разрывистых таких объемов, вот. Если проще, да, вот я не буду сейчас заморачиваться, я просто по-русски объясню. Если хотите торговать, например, крипту, на крипте вот эти зоны, они работают вообще отлично. То есть там даже не нужно вот эти тики, грубо говоря, отмерять. Вы переходите, например, на M5, а давай даже, наверное, блин, ну ладно, в принципе. Или давай, ладно, не будем. Да там прогружать долго будет. Да, короче, вот вы переходите, например, на M5. Это у нас кластера будут M5. И вот она прям крипта, она ходит вот такими прям, ходит. И потом здесь вот прям раз так и просто начинает такую большую здоровую зону рисовать. То есть, и, например, у нас закрытие произошло вот тут вот. Мы просто возьмем, ну, предположим, это у нас там была там 16.05 кластер. Вот. Мы вот здесь просто берем, это первый кластер, который мы включили, прогрузили, мы еще никуда ничего не торопимся, никуда не летим, просто тупо ждем. Вот. У нас, например, сформировался, мы видим, что здесь вообще просто, ну, бешеное заполнение объема. Вот тут, например, был диапазон там 300 и там, ну, не знаю, 315, может быть. А здесь, например, уже диапазон, как бы вот мы видим, что здесь вот в этом диапазоне уже нету вообще ничего, никакого интереса практически. Вот. А здесь, например, есть интерес. И если мы еще и выше закрылись, то получается, здесь логика точно такая же, но тут намного проще в том плане, что тут сразу видно зону, в которую есть интерес. Блин, сейчас я, наверное, даже, знаешь что, я, наверное, сейчас попробую, посмотрю что-то. Где-то у меня должно быть. Ой, так. Так, нет, наверное, это все-таки не то, не тут. Ну, в общем, давай, может быть, даже в группу в Телеграм зайдем. То, что вот сегодня я скидывал, я сейчас просто еще раз поясню для тех, кто... Так, ну вот она, да. То есть это у нас идет, например, это у нас минутный график, опять же, да, и вот у нас, например, сформировался, это вот я зашел в 06.11, то есть вот он в 15 минут он закрылся, я понимаю, что основной интерес находится вот в этой зоне, вот она, вот эта зона. То есть я здесь просто тупо жду, я ничего не знаю, ничего не, еще не понимаю, куда, что, как, зачем. Я вижу, что вот с этого места цена пошла, например, у нас вверх. Она начинает формировать объем, но цена уходит вниз. На вот здесь объем, вот если мы просто посмотрим, да, визуально, вот тут плотность, она намного меньше, чем вот здесь. То есть вообще это тут не надо даже считать ничего, тут просто видно, что вот эта плотность меньше, чем вот эта. Значит, интерес по-прежнему остается вот в этой зоне. То есть здесь начинает показывать, опять же, по price action откат, я здесь захожу, вот она, вот эта сделка, первая, и цена закрывается вниз. Дальше я понимаю, что так как у меня интереса вот в этой зоне меньше, я уже ни в коем случае не ожидаю, что цена пойдет сюда. И происходит флет, то есть формирование флета, где вот опять же, вот в этой зоне, вот она эта зона, вот она, здесь формируется уже больше плотность, то есть еще ее больше. И цена закрывается как раз на конце вот этой плотности, грубо говоря, то есть это верхняя граница вот этого коридора. Я делаю вывод, что интерес в данный момент у рынка сохраняется вот в этой зоне, то есть выше ему смысла идти нет, потому что было здесь объема столько, стало еще больше. Объем он не толкает цену, как бы вот в данном случае, он просто тупо дальше будет цену продвигать, потому что цена постояла, объем показал, куда он хочет идти. Вот зона ретестов, если посмотреть, вот она, да, вот эта вот часть, это вот эти вот тени, грубо говоря. Здесь нету вообще никакого интереса практически.
То есть я делаю вывод, что самая большая плотность у меня была вообще к низу. По сути, весь коридор забит плотностью. То есть мы пойдем в сторону интереса, берем на понижение, сделка в плюс, опять же, вот она. То есть вообще крипта, если вот вы зашли во флэт, и вот, ну, относительно, да, не то чтобы прям вот флэт, что от границы до границы, а вот примерно вот когда рынок в таком боковом, грубо говоря, движении, не явно трендовом, короче говоря, двигается, ее торговать это вообще намного лучше. То есть это вообще классно. Вот. На минутках торговать ее для новичка это убийство депозита. Абсолютно. Даже если вы миллион закинете и будете торговать по 100 рублей, вы сольете депозит, это вопрос времени. Потому что там очень сложно именно глазу привыкнуть отсматривать вот эти зоны. Сразу считать, все смотреть, отслеживать, запоминать, куда рынок идет, откуда пришел и так далее. То есть можно даже не заморачиваться. Но вот на 5 минутках торговать вообще классно по ней.